Так, трансляция у нас должна была поехать. Проверяем. Да, поехала. Отлично. Тогда всем привет. С вами General True, вы на моем видеоигровом канале, и сегодня мы продолжим проходить The Last Campfire. Продолжим мы с того же момента, на котором останавливались. Придется немножечко посмотреть на экран загрузки, потому что игру все еще не починили, она все еще падает, если из нее табаться. Так что как-то так. Придется любоваться экраном загрузки. Я бы с удовольствием заранее загрузил, но как бы сами понимаете. Ничего не могу с этим поделать. Так, перекресток. Мы вернулись на перекресток, когда прошли последнюю локацию. Уголек чувствовал, что что-то было не так. Конечно, было не так. Мне вообще кажется, что это птицы как раз-таки и порождают этих покинутых. То есть они что-то делают для того, чтобы эти покинутые... Вот. А то мышка мне мешает. Чтобы эти покинутые создавались, скажем так. Было совсем тихо. Все птицы куда-то исчезли. Так. Мне предлагают сюда войти, но сначала я спрошу, что такое. У уголька был гордый вид. Я заслужил уже почти все перья. А у тебя как дела? Уголек заколебался. О, это замечательно, я тоже. Скорее бы всем пришлось ко мне прислушиваться. Да. Так, похоже, никто ничего не знает. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Паш, ты предыдущие стримы смотрел? Или нет? Так. Сначала я исследую, что там есть. Здесь я вижу то ли какой-то ритуал, то ли что-то эдакое. Здесь будет дальше по сюжету. Значит. Так, здесь я уже был. Вниз я вроде бы тоже ходил. Сейчас пообщаемся. У странника был потерянный вид. Ты тоже искал дом? Я очень долго путешествовал, но везде атмосфера была какой-то не той. Не уверен, что и тут она нормальная. Конечно, кто бы сомневался. Так, ты что скажешь? Незнакомец заговорил серьезным тоном. Знаешь, а ведь лесной король прав. Я видел, как угольки становились покинутыми. Жаль, что они не прислушались. Незнакомец сделал глубокий вздох. Этим рецептом поделился со мной повар. А, это я уже читал ранее. Про рецепт я помню. Так, отсюда я уже приходил. Так. Здесь я пока что ничего не могу сделать. Здесь ступеньки, я сюда спускался. Так, а сюда я спускался? Да, сюда тоже спускался. Я уже везде был. Хорошо, тогда мне остается пойти только пообщаться с птицами. Что они мне скажут? Сейчас посмотрим. Так, что они мне скажут? А вот и ты. Закончил, значит? Короля больше нет. Его больше нет. Что ты сделал? Наврал, обманул. Пока не появился этот. У нас не было никаких проблем. Что произошло? Король мертв. Он мертв. Теперь они придут за нами. Все они. Кто будет теперь за нами приглядывать? Что нам делать? Я не настоящая птица. Просто одет, как она.
Он даже не настоящая птица. Кто за ним теперь присмотрит? Так. Это я уже понял. Давай без повторных диалогов, пожалуйста. Блин, я водички забыл принести. Так, мне надо кубы, чтобы дойти к нему, да? Так, а ну-ка. Прошнырим сначала здесь. Может быть, здесь что-то есть. Так, я вроде бы ничего не вижу. Так, ну-ка, войдем, посмотрим, что там у нас в троне. Цепи и поворотные механизмы в основании трона. Угу. Сейчас сюда дверь откроется. Все казалось не настоящим. Лесной король был не настоящим. Много-много лодочек. В воде плавали обломки лодок. А вот и последний костер. Призрак заговорил. Смелый малыш. Немногим удалось пройти этот путь. Это последний костер. Дальше путь чист. Теперь тебе решать, что дальше делать. Я хочу помочь другим. Это конец пути. Ты помог всем, кому было можно. Теперь тебе нужно закончить и свое путешествие. Лодка замерла в ожидании, но она принадлежит другому. Еще. Его путь не так прямолинеен, как твой. Найди его, прежде чем двинешься дальше. Так, что-то темно немного. Так, это лодочка, в которую мы можем сесть. А здесь у нас закрыт путь. Даже если мы сядем, то мы никуда не доплывем. Уголек надеялся найти ответы на опушке. Это тот самый, который управлял птицей. Лесным королем. Так, а ну прошнырим. Нет, здесь вроде бы сундуков нет. За окружившим лесного короля притворством
скрывался странник в красном плаще. Незнакомец заговорил. Почему ты не остановился? Почему не хочешь оставаться в построенном мной гнезде? Разве ты не видишь? Ничего другого ведь нет. Это конец. О какой надежде тут может идти речь? Незнакомец уронил свою маску. Уголек знал, что он говорит правду. Путь никуда не ведет. Но вы все равно продолжаем плыть. Может, мы все равно. Ну ладно. Но мы все равно продолжаем плыть. Они скрывались за горизонтом, один за другим. Я больше не мог этого выносить. В конце концов, я уничтожил все лодки. Что я наделал? Незнакомец постепенно затих. Мне хотелось стать маяком для других. Но как спасти их, если твой свет погас? Последняя надежда. Мысли странника запутались. Каждый день скрываться за маской. Наблюдая за тем, как полные надежд малыши прибывают один за другим. Зная, что впереди лежит пустой путь. В его тусклом свете таилась боль. Он видел, как те, кто ему дорог, превращались в покинутых. Он зарыл надежду глубоко-глубоко в попытке сохранить ее. Действия уголька будто отражались в кривом зеркале. Странник подыскал слова. Когда я добирался сюда, то увидел правду. Добрался. Оказалось, что ничего больше нет. За этим ничего не последует. Как это принять? Я к такому не готов. Ты передаешь свою надежду другим, ты просто продолжаешь путь. Ну пусть ты передаешь свою надежду другим.
Я повернул назад, пытаясь остановить других. Я построил небольшое гнездо. Тут был такой беспорядок. Ты надеешься, пытаешься, терпишь неудачи. И кроме этого, ничего нет. Так, что же выбрать? То, что мы пытаемся, очень важно. То, что мы надеемся, очень важно. Даже то, что мы терпим неудачи, очень важно. Ну, пусть будет это. Я думал, что спасаю их, что они лишаются надежды, если обо всем узнают. Лишатся надежды. Но в отсутствие конца они и так ее теряли. Странник перевел дух. Я думал, это куда-то приведет. Будет что-то значить. Уголек сделал паузу. Путь привел его в столько разных мест, сведя с многими, чьи пути пересекались с его. Бояться — это совершенно нормально. После всего, что я сделал, я не имею права двигаться дальше. Осталась лишь моя лодка. Возьми мое весло. Пройди свой путь. Покинь это место. Уголек знал, что впереди конец. Был ли он более готов продолжать путь, чем странник? Мы пойдем вместе. Откуда они взяли лодочки? Они же все разбитые были. Раздолбанные. Чё-то попахивает читами.
Есть особое место, куда отправляются все потерявшиеся угольки, когда их свет начинает угасать. Ну и вот как-то так. Надеялся я, что немножечко надольше хватит еще, но, как мы видим, на этом у нас заканчивается игра. Заканчивается. Да. Много эмоций, на самом деле, пришлось пережить с того момента, как я начал проходить эту игру, и до того момента, как мы пришли к последнему костру. Скажем так, очень эмоциональная игра. Мне лично очень, очень понравилась. И очень приятно видеть такие небольшие, интересные, душевные проекты, которые так мастерски рассказывают о вопросах жизни и смерти, скажем так мастерски рассуждают об этом всем. Даже не знаю, что сказать на самом деле еще в этот момент. Одни эмоции. В общем, в любом случае, если вам очень понравилась эта игра, так же как и мне, и вы хотите видеть больше подобных игр, то обязательно не забудьте поддержать разработчика, купив лицензионную копию этой игры. Даже если вы не будете в нее играть, даже если вы не захотите ее перепройти, это совершенно не важно. Самое главное, что вы поддержите тех самых независимых разработчиков, которые и выпускают такие вот небольшие душевные проекты, которые в команде буквально из нескольких человек, а иногда вообще из одного человека, делают вот такие вот подобные игры. Каждый по мере своей возможности, у кого-то графика получше, у кого-то графика похуже, у кого-то больше сюжета, у кого-то поменьше сюжета. Это как когда. Зависит от очень многих факторов. Но в любом случае, так вы очень сильно поддержите разработчика. Лично у меня это лицензионная копия, я покупал в Epic Games Store. Так что можете тоже прикупить. Он стоит эта игра недорого. Я примерно в гривнах платил где-то 200 с копеечками. Я заплатил это полностью без скидок. Так что совсем недорогая эта игра вовсе. Да, она дает всего лишь 7 часов геймплея. Вот, но в любом случае. Зато это очень приятный геймплей. Это куда лучше, чем всякие там Battlefield и прочее, как по мне. Там это все неоправданно дорого и неоправданно пафосно, неоправданно тупо. Вот. Ну а здесь мы имеем вот такую вот небольшую локальную историю о том, как маленький уголек проходит полностью весь путь от того момента, когда он только-только умер, и к тому моменту, когда он попадает, он проходит через чистилище и попадает куда-то в другое место. Да, это получился короткий стрим, потому что я уже закончил игру. Это как раз таки была концовка. Я думал, на самом деле, на больше хватит, но как-то так получилось уж. Наверное, я тогда чуть-чуть попозже выложу еще запись, которую я выкладывал. Я уже 3 летсплея выложил по Eternal Hope. И 4-й у меня залит, наверное, чуть-чуть попозже тогда еще Eternal Hope открою.
Если еще не смотрел Eternal Hope, Паш, настоятельно советую посмотреть. Он очень прикольный, и дальше только интереснее. Я, наверное, сейчас еще, пока у меня чуть-чуть есть времени, отмонтирую 5-й, 6-й ролики. У меня 6 роликов записано, и там еще геймплея хватит где-то роликов на 8, наверное, может даже 10, плюс-минус. Вот. Отмонтирую, и там уже в 4-м даже вроде бы уже новый затрагивает контент, которого не было в прологе. Так что вот так. В общем, через пару часиков, наверное, выложу, пусть немножечко попродвигается этот стрим. Советовали вроде бы минимум через 4 часа выкладывать контент, насколько я помню. Тогда лучше продвигается. Вот. В общем, по поводу проекта я сказал, что хотел. Следующим стримом, уже который будет у нас завтра, будет, наверное, Super Mario Odyssey. Как раз таки со свитча буду это дело стримить, тоже с самого начала. Буду проходить... Надо еще Feudal Alloy закончить, надо еще закончить The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ну, Breath of the Wild там еще стримом на 100, наверное, хватит. Вот. А Feudal Alloy, не знаю, посмотрю. Может быть, буду дальше выпускать в формате стримов, может быть, буду дальше выпускать в формате летсплеев, не знаю, посмотрю, как оно будет, как будут вообще летсплеи заходить. Вот. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать тогда. Пойду заниматься своими делами сейчас, отмонтирую ролики и приготовлюсь максимально к сегодняшней работе. И, собственно говоря, к завтрашнему. Также заканчиваю уже постепенно, уже перешел за середину монтажа очень большого ролика, но не для себя. Там будет топ с Алиэкспресса, не по тематике канала. Я, наверное, как выложу на канале моей девушки, так сразу же я где-то скину в группы ссылочку, чтобы тоже можно было посмотреть. Там всякая прикольная электроника, там типа крутых водонепроницаемых маленьких телефончиков, там всякая всячина. В общем, много-много-много всего прикольного. Там всякие док-станции и так далее, тому подобное. Там подставочки под ноутбуки. И много-много-много всего прочего. Там хоть и топ-30, но там вроде бы 46 или 47 товаров, я не помню. В общем, тоже советую посмотреть. Все, тогда на этом точно буду заканчивать. Тогда всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого, до следующего видоса или стрима. Там уже посмотрим, что это будет. Пока.